Те, кто новенький, я торгую нефть. Основные мои инструменты. Это не значит, что я ограничиваюсь только ими, но преимущественно торгую нефть, золото и NASDAQ, NQ. Фьючерсы на индекс NASDAQ. Это три основных инструмента. В скобках можем написать дополнительные, которые я тестирую сейчас, отслеживаю. Это фунт-доллар, GBP, USD. Сюда же можем добавить DAX, индекс DAX и доллар канадец, USD канадец. Да, это дополнительные еще инструменты, но фокус на вот этих трех. Три гиганта, три, на мой взгляд, лучших инструмента не только для интрадей трейдинга, вообще для торговли. Торгую я на M1, минутные графики, по сигналам Cluster Trader. Да, для тех, кто не знаком, это моя торговая система. И Scalping Trader. Это новая торговая система. Я вместе с Cluster Trader ее использую. Что еще здесь нужно давать? Конечно, это время. Когда у экрана монитора стандартное мое время это 16:30 Москвы до 19:00 Москвы. 19:00 Москвы. Все мои бэктесты показывают, что это лучшее время в Америку. В Европу свое время, как правило, с 10 до 12 Москвы. Да. Еще важный момент, давайте это зафиксируем. Время в сделке. Да, время в сделке. Среднее мое время в сделке, ну, конечно, зависит от многих факторов. Вот, например, если мы посмотрим на нефть, сейчас мы разберем сигнал, я был в сделке 45 минут. Ну, наверное, правильно сказать, что среднее время в сделке, время в сделке от, ну, оно очень так, да, разнится, зависит от количества позиций и так далее. Где-то возьмем, ну, 30 минут, наверное, 45 минут. Это для второй позиции, и давайте для позиции 2, P2. Сейчас я все расскажу, что такое позиция 1, позиция 2. Для позиции 2 и где-то, наверное, 3-5 минут для позиции 1. Для P1. Мой риск-менеджмент подразумевает торговлю двумя ордерами равным объемом. То есть я торгую двумя позициями, две позиции по 0,3%. 0,3%. Допустимо брать чуть больше. 0,3 это минимальная граница. Итого 0,6%. Да, 0,6 в сделке. Да, суммарный 0,6, точнее в обеих сделках равно 0,6. Это у нас риск. Если мы перейдем в советник, робот, да, который все рассчитывает, вот здесь мы увидим. Первый вопрос: торговать двумя позициями, да. То есть открывать позицию 1 и позицию 2. Это два отдельных ордера со своими настройками. Для позиции 1 у нас есть свой риск, свой стоп, свой тейк. Для позиции 2 у нас есть тоже свой риск, свой стоп, свой тейк. У нас есть дополнительное для наращивания, но оно у меня здесь отключено. Все остальные параметры связаны с трейлинг стоп-лоссом, с управлением позиции, они вот здесь представлены. Не будем сейчас пока акцентировать на этом внимание. Давайте к сигналам. То есть это основной костяк всего того, что я делаю. И здесь же стоит отметить сигналы основные. Да, сигналы это в основном по тренду. То есть я торгую преимущественно по тренду. Внизу у меня тренд-фильтр, да, соответствующего цвета. Если красный, я стараюсь продавать, зеленый покупать. Да, по тренду использую уровни. То есть я для тренда использую тренд-фильтр. Он встроен в мою систему. Тренд-фильтр. Каким образом, да, достигается торговля по тренду? Тренд-фильтр с определенными параметрами. То есть я торгую по... зараза. Снова запишем тренд-фильтр. То есть торговля по тренду. Это здесь можем отметить гистограмма. Да. Это очень коротко, да, то, что я делаю. Гистограмма. Правильно написал? Нет, конечно. Гистограмма. Не сразу получилось написать гистограмма. Здесь у меня постоянно появляются алерты. Да, вот как раз вы видите. Пока еще не пришло мое торговое время. Сейчас
4 часа, еще полчаса, поэтому есть возможность записать для вас тренинг. Так, торговля по тренду. Теперь, какие сигналы, да, по тренду? Точнее, вокруг чего в основном идет торговля, это ключевые уровни. То есть торговля идет вокруг ключевых уровней. Вокруг КУ. Вокруг ключевых уровней. В данном случае, торгуя на М1, я использую М5 уровни, то есть уровни со старшего таймфрейма. Вокруг ключевых уровней М5. Уровни Range Trader — это специальные уровни, которые я разработал для торговли как раз в Америку. Уровни Range Trader. Они строятся на основе диапазона. Я уже неоднократно рассказывал. И максимум и минимум и цена закрытия предыдущего дня. Напишем это high, максимум, low, минимум, C, close предыдущего дня. Предыдущего дня. То есть все очень-очень просто с точки зрения уровней. То есть это мои ключевые зоны, вокруг которых я принимаю все свои решения. То есть все мои решения вокруг вот этих трех групп уровней. Это М5. Давайте на секунду посмотрим. М5 это вот эти отрезки. Видите? Прямоугольники с М5 построены. То есть мы идем, будем всегда их видеть. Уровни Range Trader, они появятся у меня на графике через 3 минуты. Да, мы сейчас на них тоже посмотрим. Хотя нет, давайте сделаем проще. Зайдем в систему, точнее в ее настройки, и дойдем до раздела Range Trader. Минуем уровни поддержки, High, Low, Close. И вот у нас раздел Range Trader. Здесь нам нужно отметить следующее. Здесь у нас есть такой момент: True уровни на сегодня, False по датам. Если у меня стоит True, это означает, что я буду видеть уровни только за сегодняшний день. Если я хочу видеть больше, то есть на истории, то мне нужно нажать здесь False и нажать ОК. И вот у меня появятся уровни Range Trader. Да, это уровни как раз для торговли в Америку. И вчера они были просто в своей, наверное, лучшей форме. Да, ну, рынки были в хорошей форме, золото и нефть. А теперь к конкретным сигналам. Да. Давайте, наверное, запишем их столбиком, а потом я подробно расскажу про каждый. Ротация бара. Ротация бара. Не что иное, как чередование свечей. Они постоянно чередуются. Чередование свечей с черных на белых и с белых на черный. Да, не будем все это писать. Чередование свечей. Потом я расскажу. Ротация бара. Этот сигнал я уже несколько лет торгую. Второй сигнал. Это стрелочный. TC Buy Sell. То же самое. Уже несколько лет в моем портфеле. Стрелочный TC Buy Sell. Все по тренду, естественно, да? Сейчас речь про трендовую торговлю. Следующий сигнал это Pullback Buy Sell. PB Buy Sell. Pullback это торговля на откате. Сейчас мы настройки тоже посмотрим. Торговля на коррекции. Это из новой системы как раз Scalping Trader. И, наверное, на этом остановимся. Да, давайте, хотя нет, запишем еще один сигнал. Это сигнал, который торгуется на коррекции. Давайте я запишу SS5, а потом подробно расскажу. Просто в одну строчку сейчас мы не уместим. Получается ротация бара, стрелочный, PB Buy Sell и SS5. Давайте про ротацию бара пару слов, но тогда нам нужно перейти будет на золото. Давайте на золото будем параллельно, да, с сигналами. Все это сейчас объединим, да, в алгоритм. Итак, смотрите, ротация бара есть чередование свечей с черных на белых, с белых на черный, либо тот цвет, который трейдер предпочитает, это в настройках можно менять. Вот здесь отмечено серым начало моей торговой сессии, оно всегда одинаково, 16:30 Москвы. Да, можно начинать чуть раньше, 16:15, это премаркет, да, в 16, в 4 тоже можно начинать, как раз сейчас 16 часов Москвы. Внизу у меня тренд-фильтр, да, ключевые уровни. Нам здесь надо тоже вернуть ключевые уровни. Давайте сделаем, чтобы мы видели. Вот у меня появились вот эти отрезки как раз. Так вот, ротация бара
есть чередование свечей. Как торгую я этот сигнал? В первое условие, чтобы торговать этот сигнал, да, мы сейчас подходим к психологической части. Для начала давайте запишем, что все сигналы, они либо есть, либо нет. То есть мы на каждый вопрос имеем ответ «да» или «нет». То есть либо вижу, либо нет. Вижу или нет сигнал. То есть мы не можем интерпретировать иначе. Это самая главная формула успеха в трейдинге. Вы можете использовать любые другие сигналы, но если ваша система подразумевает такой подход, что «О, сейчас я могу это сделать, а потом я могу так сделать, а потом сегодня я могу это сделать». Ну, если я вижу так, то попробую так. 250 тысяч вариантов, то это не система, а просто торгую, что хочу, что думаю и так далее. Но если вы хотите профессионально торговать, в первую очередь быть профессиональным интрадей трейдером, дей трейдером, свинг трейдером, неважно, да, самостоятельным, независимым, то вам необходимы вот эти условия. То есть я вижу или нет, и, конечно, все это скрепить моделью если, да, если я вижу X, то делай Y, ну, условно, да, то делай Y, все. Если я не вижу, естественно, не делай. И таким образом выстраивается линейка вот этих X, да, что я должен увидеть, чтобы прийти к Y, чтобы была сделка. Давайте запишем для ротации бара. То есть для каждого сигнала своя последовательность. Давайте это тоже зафиксируем. То есть для каждого сигнала своя последовательность. То есть последовательность событий на графике, вот этих X, увидев которые, вы будете действовать. То есть что побуждает вас к действию, какое явление, какое событие. Естественно, все, о чем идет речь, нужно тестировать. То есть прежде чем это внедрять на реальном счете, необходимо тестирование, чтобы за этим что-то было, что вы не просто торгуете, не знаю что, да, а определенные цифры, иначе говоря, определенное математическое ожидание должно быть. Да, формула мат ожидания. Мы ее разбирали в одном из видео предыдущих. Я вот ссылку в правом верхнем углу оставлю. Посмотрите этот ролик. Итак, ротация бара. Значит, первое условие X. Иначе говоря, сила сигнала. Да, одна из моих любимых форм последовательности мышления и принятия решения на рынке. Сила сигнала номер 1 – это пробой уровня. То есть я должен увидеть, я об этом миллион раз говорю, и вот это настолько важно, чтобы это осело так в голове, что стало привычкой. Потому что все, что вам нужно сделать, чтобы стать успешным трейдером, это устранить, иначе или заменить, или удалить старые привычки на новые. Да. То есть установить новые привычки, устранив старые. Вот и все. И на это требуется месяц примерно, чтобы вы привыкли действовать одинаковым образом. Хотя есть у нас трейдеры в чате, которые занимаются по несколько лет, не потому что они ничего не понимают, а потому что они каждый раз, да, каждый день приходя, слышат одно и то же, видят одно и то же. И вот это давайте тоже запишем. Я не только должен видеть сигналы, вижу сигналы. В идеале и слышу сигналы. То есть, когда я вижу сигнал, когда я слышу сигнал, когда я могу мышкой и стрелкой показать себе этот сигнал, вот тогда вы задействуете все необходимые стороны, да, восприятия графика, которые позволяют вам привыкать к сигналам, привыкать к картинке, ее исполнять, и тем самым вы, как мышцы, да, потихоньку нарастает уверенность в действиях и меньше сомнений, когда нужно принимать решения. Вот это основополагающие трейдеры моменты профессиональной биржевой торговли. Если вы вообще ставите цель зарабатывать трейдингом, вот то, что я сейчас написал, не то, что надо, или подумайте, или рекомендую, это необходимо сделать. Вы обязаны, как профессиональный, даже если вы еще не профессиональный трейдер, или если вы допускаете такую мысль, чтобы стать профессиональным трейдером, это ваша обязанность именно таким образом подойти к процессу ответственно и серьезно. Так вот, пробой уровня для ротации бара, сила сигнала номер 1. И я сейчас каждого из вас спрашиваю, есть ли вот здесь пробой уровня? Вот у меня уровень какой? Это уровень, построенный с М5. Уровень поддержки здесь написано. Видите? М5. Зеленый прямоугольник вижу или нет? Да, абсолютно. Пробила эта свеча, иначе говоря, телом закрылась ниже, да или нет? Все. Да.
Причем мы закрылись еще ниже. Вот это уровень range trader. Да или нет? Да. Отлично. Смотрю вниз. Что я вижу? Если пробой поддержки, то есть пробой вниз, SS2 будет тренд-фильтр красный. А какого цвета тренд-фильтр в момент пробоя? Красный. Он другого цвета? Нет, он красный. Я могу включить алерты, когда у меня происходит, например, ротация бара, и дополнительно еще слышать этот сигнал. Сейчас мы к этому как раз подходим. И третье условие, SS3, это не что иное, как чередование свечей. Если был пробой вниз с черных на белые, а затем обратно на черные. Еще раз. С черных на белые, затем обратно на черные. Это может иметь какую-то другую последовательность? Нет, абсолютно в этой ситуации, то есть, которая мне нужна. Бар черный, бар белый, бар черный. Тренд-фильтр красный, пробой уровня. Итого мы образуем 3x, которые ведут к y, то есть 3 условия на sell, которые ведут к этой сделке. Визуально продиктованных, которые я никак по-другому не могу интерпретировать. То есть чередование свечей, если я продаю, то с черных, давайте я напишу ротация бара, да? С черных на белые и обратно на черные. Как только сформировался, иначе говоря, закрылся первый черный бар, sell. То есть вот точка атаки, точка открытия позиции. Дальше возникает вопрос, как ты будешь устанавливать свою позицию, где стоп-лоссы, где тейк-профиты, чтобы не заморачиваться, не задумываться, ой, где мне стоп ставить, все это прописано в алгоритме, то есть в роботе. Следующее значение в роботе для стоп-лосса, для каждой позиции, я торгую двумя позициями, 300 или 30 пунктов стоп. Это один, на мой взгляд, один из самых оптимальных стоп-лоссов. Можно чуть меньше, чуть больше, но 28.32, скажем так, да, самый оптимальный стоп для M1 таймфрейма. Первый take-profit 42 пункта. Да, и вот здесь самое интересное, для второй позиции у меня стоит take-profit 200 пунктов. Он не просто так стоит, потому что примерно 1-2 раза в месяц будут происходить сумасшедшие движения. И если они произойдут, то я поймаю огромный тейк. Да, огромный тейк, который я поймал вот как раз вчера. Такое не будет часто, нет задачи каждый день такой тейк, это невозможно. Да, но тем не менее, если эта цифра стоит, то есть шансы, что цена до нее дойдет. Теперь, как только все условия срослись, на советнике нажимай красную кнопку Sell. Нажимаешь Sell, открываются две позиции. Здесь мы видим, я продал вчера, тейк здесь, но это интересный момент. Если, вот здесь надо прописать, если после входа в сделку появился уровень, то take profit ставь на уровень, Не знаю, здесь не хватит строчки, на уровень. Я вошел здесь, и через 5, через раз, два, 3 минуты появился вот этот уровень поддержки. Зеленый прямоугольник. Мой стоп был, мой таргет был здесь. Я взял тейк и поставил сюда, на этот уровень. Потому что рынку свойственно реагировать на ближайший уровень. Он мог и не появиться, тогда да, ничего не делай. Но если появился уровень, поставь первый тейк на уровень. Okay, очень важно. Опять-таки, это правило опционально, ты можешь его не внедрять. Первый тейк здесь сработал, затем рынок откатил и с микролоссами я здесь вышел. Ничего такого. Да? Небольшой профит, и нормально. Это сигнал ротации бара. Да? Определенно, вчера ротация бара не была в самой лучшей форме, были другие сигналы, вот мы сейчас к ним подходим. Сейчас мы идем к сигналу, который называется, хотя потом мы видим снова чередование свечей, видите черный бар, все те же условия, да или нет, да или нет, да или нет, нет. Потому что здесь, когда сформировался черный бар, цена над уровнем, во-первых, видите, то здесь два уровня. И вот это движение, этим движением мы не пробили минимум. Этот вариант тоже возможен, его можно торговать, но он агрессивно считается. Потому что ты
селишь на поддержке, если здесь я продаю, а у меня еще уровня нет, это одно, здесь ты селишь прямо на поддержке. То есть, опять же таки, визуально продиктованный сигнал. Я вижу уровень, да или нет? Если видишь уровень, тейк на уровень. Поэтому лучшие сценарии, лучшие сделки рождаются тогда, когда мы пробиваем, иначе говоря, делаем новый минимум. И вот что произошло потом, давайте посмотрим. Сейчас я уберу все это дело в сторону. Мы пробили уровень. Давайте это зафиксируем. Это вот как раз наш PB-Sell сигнал из Scalping Trader. И какая здесь последовательность? Она очень похожа. Сила сигнала номер 1, пробой уровня. Я буду сокращать. Пробили? Да. Сила сигнала номер 2, тренд-фильтр красный? Да. SS2, TF какой? Красный. TF красный. Это может быть любой другой сигнал. Комбинация. Все, что угодно. Все, что вы можете... То есть то, что позволит вам прийти к точке постоянства, объективности и реакции одинаковой. То есть одинаковая реакция на одни и те же условия. SS1 пробой уровня, да, TF красный, да. И следующий SS3 вместо ротации бара мы можем увидеть и видим нередко PB Sell. Pullback Sell. Pullback Sell. Pullback с английского откат, коррекция. Да? Можно здесь в настройках переписать это название на русский манер. Пробой уровня, коррекция, и вот он наш sell-сигнал. Здесь мы видим 200 пунктов, причем это за очень короткий срок. Посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте проще будет посчитать. Здесь мы... Что ж такое? Не хочу считать. Здесь, 20 минут. 20 минут, за 20 минут мы взяли чудовищный тейк. И одинаковая последовательность. Пробой уровня, чередование свечей, тренд-фильтр. Пробой уровня, тренд-фильтр, pullback sell. Имеется в виду, что мы идем все равно с одного. Пробой уровня, тренд-фильтр, и дальше мы ждем вот этот ключевой сигнал для открытия позиции. Идем дальше. Теперь следующий сигнал. Стоит отметить еще ряд сигналов, которые потом были. Вот еще. Тоже pullback sell, но этот сигнал уже такой был. Я заканчивал трейдинг, да, тоже на sell. Я здесь микропрофит взял, тоже 25 пунктов. Ничего такого. Но это уже была такая, да, вдогонку. И посмотрите на вот этот стрелочный сигнал. Расстроился я, что я его упустил? Нет, это не мой сигнал. Почему? Тренд-фильтр зеленый и нет никакого уровня. Да, мы видим, что после этого, посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и рынок на полу уже, и те же 200 пунктов, это вообще просто не день, а... Возможно, я говорю, некоторые наши трейдеры, кто заработал в разы больше, брали этот сигнал. То есть не глупо расстраиваться по сигналам, которые ты просто не торгуешь, в такой форме. То есть нет уровня, абсолютно. Тренд-фильтр. Если эта цена пошла в обратную сторону, сколько было бы сожалений, понимаете, да? Поэтому единственный способ не сожалеть о сделке – это обозначить вот эти четкие правила, и тогда все у тебя само по себе выстраивается. Торговля идет сама по себе. Тебе не надо преодолевать какое-то внутреннее препятствие, заставлять себя входить в сделку. Да, будут какие-то моменты сомнений, неуверенности, но без этого никуда не денешься. Но в целом значительное вот это бремя, которое трейдер на себя накладывает в плане того, гадает, куда пойдет цена, там, прогнозирует что-то, куда проще реагировать на то, что ты видишь, и делать это на постоянной основе. И легче будет не только идти торговля, но и борьба с возражениями намного легче будет, чем если ты будешь торговать от каких-то вот таких, можно так, 250 условий. Так дело не пойдет. И потом мы видим, да, кучу стрелочных вот здесь, но еще раз, это не мои трейды. По золоту вчера я закончил. Теперь нефть. WTI. Здесь был другой сигнал. Давайте это уберем в сторону. Здесь был другой сигнал, но опять же, так я хочу обратить ваше внимание, секунду, сейчас я уберу в сторону. Хочу обратить ваше внимание на однообразие
вот этой последовательности. Да, то есть с чего начинается твой трейд? Да, что ты должен увидеть? То есть что будет давать тебе определенный толчок к дальнейшему принятию решения? Пусть даже дальнейшие условия, они неизвестно будут или нет, но вот первые условия. И вот здесь мы видим опять одно и то же. Пробой уровня Range Trader. Да или нет? Да, абсолютно. Вот здесь мы пробили уровень зеленый, поддержку. Да, сила сигнал номер 1. Смотрим вниз. Тренд-фильтр красный. Да, сила сигнал номер 2. И затем вот здесь мы видим рынок восстановился. И, кстати, тикнул мой уровень Range Trader. Кстати, тик-тик. Да или нет? Да. А что было перед этим? Здесь небольшой хаос. Давайте зайдем в параметры нашей системы и пока отключим паттерны. Уберем слабое двойное дно. False поставим. Не отключил. Просто уже время торговать сейчас. Сейчас еще сессия начнется с трейдерами. Не понял. Что это я так... False. Слабое дно. Разворотное дно. Я прошу прощения. Разворот нужно было отключить. Окей. Угу. Сейчас, чтобы более детально видеть. Так вот, пробили уровень, да. Тренд-фильтр, да. Дальше я жду, если нет ни ротации бара, да, мы видим здесь чередование с черных на белый, нет. Мы видим здесь PB sell, ну, pullback sell, нет. Но что мы видим? Мы видим два закрытия выше максимум предыдущих свечей. То есть у нас есть пробой, тренд-фильтр. Первая более высокая цена закрытия. Этот бар закрылся телом выше вот этой свечи. Да или нет? Да, абсолютно. Давайте вот так. То есть эта свеча выше максимума. Это да. Потом мы видим 2-3 бара паузы. Ничего. И следующая свеча закрылась выше максимума этой свечи. Да. То есть мы имеем две свечи на коррекции, которые закрылись выше максимума предыдущих свечей. Да. То есть не может быть нет. Да. И когда осуществляется вход? Это как раз сигнал SS5. Сейчас мы все это сформулируем в картинку. Когда формируется первая, более низкая цена закрытия. То есть вот эта свеча закрылась ниже минимума этой свечи. Да. Это нет, а это да. Тренд-фильтр красный? Да. Sell. Теперь давайте сформулируем последовательность. Пробой уровня. Сила сигнала номер 1. Тренд-фильтр, сила сигнала номер 2. Свечи все черные, сила сигнала номер 3. Две цены закрытия выше максимум предыдущих свечей, то есть две свечи, которые закрылись выше максимум предыдущей. Да. SS4. SS5. Первая более низкая цена закрытия, иначе говоря, первое закрытие ниже минимум предыдущей свечи. Да. SS5 sell. Тейк-профиты отличаются, потому что нельзя ставить на разных рынках одинаковые в пунктах тейк-профиты. Это некорректно. Почему? Потому что у каждого рынка свой ход, свой ритм. И, конечно, во многом это зависит от таймфрейма. На минутке это один стоп, на M5 это другой стоп. Так вот, по WT 26 стоп, 36 таргет, 26 стоп для второй и 62 таргет для второй позиции. Давайте посмотрим, что здесь произошло. Sell. Мы видим, первый тейк достигнут. И посмотрите на эти уровни range трейдера. Я хочу обратить ваше внимание, трейдеры. Посмотрите сюда. Мы дошли до этого уровня, первый тейк, затем второй тейк, мы дошли до S2, поддержки отбились, и вот здесь я ждал sell сигнал. Посмотрите на этот стрелочный, это как раз вот сюда, то, что мы разбирали, стрелочный. Да, мы видим стрелочный, да, но мы немного не дошли до уровня S1, чтобы я здесь продал. Поэтому я пропустил этот трейд, не входил в позицию. Я был готов заселить, но чуть подороже. Но сделка не состоялась. Но тем не менее, посмотрите, здесь небольшая пауза, дошли от S2, отбились, почти дошли до S1. И, посмотрите, завершился тренд на S3. Это
заключительная зона поддержки, третья зона поддержки. И здесь мы видим стрелочный ретест, и уже совершенно другой трейд. Более того, мы видим здесь один из моих сигналов на пробой, но это чуть реже сигнал, поэтому я сегодня на нем не акцентирую свое внимание. Потом тоже стрелочный напротив уровня, но это уже после сессии. Мы видим, что уже рынок стал флетить. Все, что хотел вам рассказать. Всего доброго. Подключайтесь к нашему профессиональному сообществу и до встречи в новых видео. Пока.